Эта история произошла 14 октября 2022 года на границе густого лесного массива в штате Орегон. Маленький рысенок бродил у самой кромки чащи абсолютно один, беспомощный и напуганный. Он искал хоть какую-то помощь и в конце концов выбрался на автомобильную трассу. В это раннее утро по ней как раз проезжала женщина-полицейский по имени Верона. В зеркале заднего вида она внезапно заметила небольшого зверька, который бежал вслед за ее машиной. «Ё-моё, он бежит за мной, как будто ему что-то надо от меня», — подумала женщина. Понимая, что дикий детеныш на проезжей части — это аномалия, она нажала на тормоз и остановилась. Верона вышла из машины и дождалась, пока до нее добежит рысенок, подумав про себя. «А если где-то рядом его мать? Вот же мне не поздоровится. Постою-ка я возле открытой двери». Рысенок подбежал к самой машине. Он начал настойчиво издавать пронзительные звуки, отбегая в сторону леса и постоянно оглядываясь, словно привлекал внимание и звал за собой в конкретном направлении. Верона попыталась связаться с диспетчером по рации, но сигнал пропал из-за рельефа местности. Вокруг стояли лишь глухие деревья. Оценив ситуацию, она приняла решение закрыть машину и проследовать за зверьком. Рысенок уверенно двигался впереди, регулярно останавливаясь, чтобы убедиться, что женщина идет следом. Женщина шла и думала, что же могло произойти? Точно, ночью же был шторм. Может, из-за него что-то случилось? Вскоре они вышли к небольшому оврагу, где осыпался грунт и лежали поваленные недавней бурей старые деревья. Там, среди сломанных веток, Верона увидела взрослую рысь. Большая кошка лежала неподвижно, зажатая при падении тяжелым стволом сосны. Она была сильно ранена. Видно, что дерево ударило ее нехило по телу. Кошка тяжело дышала и почти хрипела. Это говорило о том, что ей зажало грудную клетку. В углублении под вывернутыми корнями забился второй, совсем крошечный рысенок, который дрожал от страха. Мать-рысь, увидав женщину, из последних сил стала рычать и дергаться, подумав, что человек представляет опасность для нее и ее потомства. Оценив завал, Верона поняла, что сдвинуть ствол ее хрупкими руками просто невозможно. Поразмыслив, она приняла решение выйти обратно на дорогу и остановить какого-нибудь мужчину, который сможет помочь. На трассе она остановила автомобиль. Верона тут же сказала водителю: «Срочно нужна ваша помощь. В лесу беда, нужны сильные руки». Мужчина опешил и хотел было отказаться. Вдруг там убийство. Но все же согласился. Все-таки полиция просит. Они пришли к тому же месту. Мужчина нашел на земле прочный обломок сухой ветки и использовал его как рычаг под основанием дерева. Уперевшись всем весом, ему удалось приподнять массивную древесину настолько, чтобы освободить прижатое тело животного. Выбравшаяся кошка отползла в сторону. Верона аккуратно достала второго малыша и отпустила его к матери. Вернувшись к машине, женщина все же смогла дозвониться до диспетчерской для вызова службы охраны дикой природы и ветеринарных врачей. Прибывшие специалисты поместили взрослую рысь и детенышей в транспортировочные клетки и доставили в центр реабилитации. Врачи при осмотре обнаружили переломы у матери рыси, после чего началось трудное восстановление. Но уже спустя 3 месяца их отпустили в те же дикие края.